Китай практически уничтожил американский доллар. Как это произошло? Они практически полностью распродали облигации Соединенных Штатов Америки из своего резерва. Интересно, что теперь будет? Как это повлияет на другие страны и Соединенные Штаты в целом? А в конце узнаем прогноз экспертов. Сколько осталось жить доллару? Что вообще происходит? Что вообще случилось? Снижение объема инвестиций Китая в государственные облигации США до уровня, который в последний раз наблюдался весной 2009 года, свидетельствует о значительных изменениях в глобальной экономической динамике и инвестиционных стратегиях. В марте 2024 года Китай сократил свои вложения в американские казначейские облигации на 7,6 миллиарда долларов, достигнув отметки в 767,4 миллиарда долларов. Это снижение является частью более широкой тенденции диверсификации активов в условиях возрастающих геополитических и экономических рисков. Процесс сокращения инвестиций связан не только с ухудшением торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, но и с общим недоверием к стабильности американских госфинансов. Так, обслуживание госдолга США, составляющего почти 34,6 триллиона долларов, становится все более затратным и представляет собой значительную часть бюджета. Инцидент с блокировкой части золотовалютных резервов России после санкций также подтолкнул Китай к поиску более надежных инвестиционных активов, таких как золото. Ведь зачем нужны доллары, если их могут заморозить в любой момент? Иностранные государства продолжают держать значительную долю американского долга, включая Японию, Великобританию и другие страны, что подчеркивает международную зависимость от стабильности и доходности американских облигаций. Тем не менее, стратегическая диверсификация резервов и переориентация на другие активы Китая может сигнализировать о начале новой эры в мировых финансовых отношениях, где ключевые экономики стремятся к большей финансовой независимости и стабильности. Торговая война разрастается. Торговая война между США и Китаем, начавшаяся в 2018 году во время президентства Дональда Трампа, оказала значительное влияние на экономические и финансовые отношения между двумя странами. Соединенные Штаты обвинили Китай в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности, что привело к ужесточению торговой политики, включая резкое повышение тарифов на китайские товары. В ответ Пекин ввел собственные меры, что привело к сокращению двустороннего товарооборота с 633 миллиардов долларов в 2018 году до менее чем 542 миллиардов долларов в 2019 году. Эти проблемы также повлияли на инвестиционное поведение Китая в отношении американских государственных облигаций. В 2018 году Китай был крупнейшим держателем американского госдолга, но к 2019 году, на фоне ухудшения двусторонних отношений, объем китайских инвестиций начал снижаться. Это привело к тому, что Япония заняла позицию главного кредитора США. Китай, обычно реинвестирующий долларовые доходы от торговли в американские госбумаги для поддержания баланса во внешней торговле и получения дохода от инвестиций, начал пересматривать свою стратегию в свете изменений в экономических отношениях и увеличения торговой неопределенности. Это изменение инвестиционной стратегии может иметь долгосрочные последствия для глобальных финансовых рынков, поскольку Китай ищет альтернативы для диверсификации своих резервов, что также может влиять на глобальный спрос на американские государственные облигации. Эскалация. Эскалация торговой войны между США и Китаем, обострившаяся в 2024 году из-за новых пошлин, введенных президентом Джо Байденом, продолжила охлаждать взаимоотношения между двумя крупнейшими экономиками мира. В ответ на эти меры, а также в свете возрастающей геополитической неопределенности, Китай продолжил уменьшать долю американских государственных облигаций в своих резервах. Это снижение инвестиций является частью широкой стратегии Китая по диверсификации своих активов, ищущей более стабильные и выгодные вложения.
Такая политика помогает минимизировать риски, связанные с американскими финансовыми рынками, и является ответом на американские торговые ограничения, что, в свою очередь, представляет собой попытку оказать экономическое давление на Вашингтон. Кроме того, Пекин стремится обезопасить свои активы от потенциальной блокировки, подобно тому, как это произошло с российскими резервами, что усиливает его опасения по поводу безопасности своих внешних инвестиций. Все эти факторы в совокупности формируют текущую финансовую политику Китая, которая может оказать заметное влияние на глобальную экономику, процентные ставки, валютные курсы и международные экономические отношения. Запрет оборудования Huawei и ZTE. Но проблема не только в сфере экономики. В последние годы отношения между США и Китаем в сфере торговли и технологий заметно обострились, что проявляется в ряде законодательных и административных мер, принятых американским правительством. Эти шаги направлены на ограничение доступа китайских компаний к американским технологиям и рынкам из-за опасений, связанных с национальной безопасностью и политикой. В августе 2018 года президент Дональд Трамп подписал закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год, который запретил федеральному правительству США использовать оборудование компаний Huawei и ZTE. Это решение было обусловлено опасениями, что такое оборудование может использоваться для шпионажа. 15 мая 2019 года ситуация усугубилась, когда Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в список юридических лиц, что существенно ограничило их возможности делать бизнес с американскими компаниями без специального разрешения. Это было сделано на основании обвинений в содействии экспорту товаров и технологий в Иран в обход американских санкций. Дополнительные ограничения были введены в октябре 2022 года, когда Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США наложило санкции на китайскую полупроводниковую промышленность, ограничивая передовые компьютерные технологии и производство полупроводников в Китае. В 2023 году список юридических лиц, составленный Министерством торговли США, пополнили 28 китайских компаний, включая Inspur и Lungson, а также Byron Technology и Moore Threads, что отражает продолжающееся стремление американского правительства контролировать экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. Санкции Китая. Китай не остался в стороне и ужесточил свои ответные меры на действия США, связанные с военной поддержкой Тайваня, введя санкции против 6 американских военно-промышленных компаний. Эти компании — Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, IAVX Aerospace, LKD Aerospace и Pinnacle Technology, были наказаны за участие в поставках вооружений на Тайвань, что Китай считает нарушением принципа одного Китая и серьезным вмешательством во внутренние дела страны. Санкции включают замораживание активов и имущества топ-менеджеров данных компаний на территории Китая, а также запрет на въезд в страну, включая Гонконг и Макао. Кроме того, китайское законодательство запрещает любые сделки или сотрудничество с этими компаниями, что ставит под угрозу любые их текущие и будущие операции на китайском рынке. Эти меры стали ответом на недавние объявления США о новых продажах вооружений Тайваню, которые включали ракеты и беспилотные аппараты на сумму в сотни миллионов долларов. Пекин традиционно реагирует на такие действия очень остро, поскольку считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и любую военную помощь острову прямой угрозой своему суверенитету и территориальной целостности. Холодный расчет. И давайте будем честны, меры, принятые Китаем, действительно работают. С 2021 года в США наблюдался заметный рост инфляции, усугубившийся из-за карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, которые привели к проблемам в логистических цепочках и перевозках товаров. Федеральная резервная система, выполняющая функции Центрального банка, отреагировала на это печатанием значительного объема денег, что спровоцировало дальнейшее увеличение потребительских цен. Ситуация ухудшилась в 2022 году в связи с введением Вашингтоном и его союзниками экономических санкций против России после начала специальной военной операции.
Эти санкции, включая ограничения на покупку российской нефти, вызвали повышение цен на энергетические ресурсы мирового уровня, что в свою очередь привело к росту стоимости топлива и других товаров в США. Чтобы справиться с беспрецедентным ростом цен, США были вынуждены использовать значительную часть своих стратегических запасов нефти. Параллельно ФРС решила ужесточить денежно-кредитную политику, значительно увеличив процентные ставки. С начала марта 2022 года ставка была поднята 11 раз, достигнув уровня в 5,25%, что стало самым высоким показателем с января 2001 года. Повышение процентных ставок традиционно используется для борьбы с инфляцией, так как это увеличивает стоимость кредитования для граждан и бизнеса, снижает экономическую активность и, как следствие, давит на цены. В ожидании дальнейшего падения стоимости государственных облигаций США, Китай начал отказываться от части своих позиций в этих ценных бумагах, следуя стратегии диверсификации своих резервов, чтобы балансировать свои финансовые потоки от экспорта и импорта и минимизировать риски, связанные с долгосрочным хранением американского госдолга. Интересно, а что будет со страховыми фондами? Да и что вообще делать, если попадаешь в ДТП в США? Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки компания ДТП? Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Ставки. По мере роста процентных ставок в США стоимость обслуживания государственного долга страны также значительно увеличилась, что вызвало беспокойство среди основных иностранных инвесторов, включая Китай. Это стало одной из причин, по которой Пекин начал сокращать свои инвестиции в американские казначейские облигации. В 2021 году США тратили на выплату процентов по госдолгу около 350 миллиардов долларов. Но уже к 2022 году эта сумма увеличилась до 475 миллиардов долларов, а в 2023 году достигла 659 миллиардов долларов. Прогнозы на 2024 год предполагают, что процентные выплаты могут составить около 870 миллиардов долларов, что будет больше, чем расходы на оборону. Такое положение дел создает дополнительные финансовые нагрузки на американский бюджет и подрывает инвестиционную привлекательность американских государственных ценных бумаг. Кроме того, недоверие, вызванное санкционной политикой США в отношении России, также могло повлиять на решение Китая о снижении доли американских государственных облигаций в своем портфеле. Эти факторы в совокупности могли усилить опасения Китая по поводу долгосрочной устойчивости и безопасности его инвестиций в американские государственные долговые обязательства. Как? Сейчас расскажу. Мир не оценил. С началом специальной военной операции в 2022 году США вместе с Евросоюзом и другими государствами ввели против России более 18 тысяч различных санкций, затронувших многие секторы, включая энергетику, торговлю, авиацию и банковский сектор. Особое внимание было уделено золотовалютным резервам России, значительная часть которых была заморожена. Российский Центробанк, предвидя возможные санкции, заранее начал сокращать инвестиции в американские государственные облигации, уменьшив их с более чем 102 миллиардов долларов в 2017 году до менее чем 2 миллиардов долларов к 2022 году. К марту 2024 года эти вложения сократились до символических 47 миллионов долларов. Западные страны в ответ на действия России заблокировали около 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов, что побудило Российской Федерацию ограничить движение капитала в недружественные страны на аналогичную сумму. Это действие стало предметом активных обсуждений, особенно после того, как возникли предложения о конфискации этих средств для передачи Украине, вызвав тревогу у Китая и других глобальных центров экономики. Ведь вдруг похожее произойдет и с ними. Такая политика США вызывает опасения по поводу надежности американской валюты и гособлигаций как инструмента международных резервов.
Какие альтернативы доллару? Но что будет делать мир без доллара? Есть ли какая-то альтернатива? Сокращение доли доллара в мировых валютных резервах до 58,41%. В 2023 году самого низкого уровня с 1995 года сигнализирует о значительных изменениях в глобальной финансовой архитектуре. Это снижение с 72% в 2000 году, по данным Международного валютного фонда, отражает переориентацию многих стран на разнообразие своих валютных резервов. Китай, как известно, давно стремится снизить зависимость своих резервов от американского доллара, хотя точная структура его резервов не раскрывается. Тем не менее, наблюдается стабильный тренд на увеличение доли недолларовых активов, включая евро, британские фунты и японские иены, а также золото, активные закупки которого начались с конца 2022 года. Мировые центробанки также активизировали свои покупки золота, что демонстрирует рекордное приобретение этого драгоценного металла в первом квартале 2024 года. Почти 290 тонн. Это был самый крупный объем покупок за аналогичный период с 2000 года. Среди основных покупателей – центральные банки Китая, Индии, Турции, Казахстана и Чехии. Такой спрос указывает на возрастающую осторожность и поиск альтернативных надежных активов на фоне финансовой нестабильности в США. Доллару конец. Ну и самый главный вопрос. А что будет вообще с долларом? Как и говорил, эпидемия санкций, усиливающаяся с каждым годом, заставила многие страны переосмыслить свою зависимость от доллара США. В 2023 году стало известно, что доля доллара в мировых валютных резервах упала до 58,41%, что является минимальным значением с момента начала официальной статистики в 1995 году. Это снижение с более чем 72% в 2000 году является знаком усиливающейся глобальной фрагментации и перехода к многополярной мировой экономике. Ряд стран, особенно члены крупных региональных объединений, как АСЕАН и БРИКС, активно выступают за разработку и внедрение альтернативных доллару средств платежа. Активное увеличение золотых резервов странами также свидетельствует о стремлении к уменьшению зависимости от доллара. В первые 3 месяца 2024 года центробанки мира пополнили свои золотые хранилища на рекордные 290 тонн, что стало наибольшим приобретением с начала 2000 года. Этот шаг подчеркивает желание многих стран обезопасить свои национальные экономики от потенциальных финансовых турбулентностей, связанных с использованием доллара. Помимо этого, появление новых альтернативных валют и платежных систем, таких как панафриканская платежная система, на которую сделал ставку президент Кении Уильям Руто, указывает на желание стран Африки и Латинской Америки снизить свою валютную зависимость от Запада. Конечно, от доллара отказаться не удастся в ближайшее время, но его позиции становятся все более шаткими. А что вы думаете? Доллар будет вечен? Пишите в комментариях, буду рад узнать ваше мнение. И спасибо за просмотр и вашу подписку. До скорых встреч!